Привет, с вами Алена, и сегодня у нас та самая вторая ручка из одного из предыдущих видео, где был градиент под молочной базой. На второй же были вот такие блесточки. И тут мы уже видим, как ногти приличненько отросли, и пора делать снятие. Тут у меня, кстати говоря, казус произошел, потому что я купила себе новую фрезу керамическую, как вы видите, и что-то я так и не поняла. То ли с гелем какая-то беда, то ли с фрезой. Короче, все это сильно пылило и прям налипало мне на объектив телефона. В общем, фрезу я решила заменить на свою любимую. А тут я тоже такая достала, стилус, думаю, сейчас покажу маникюр стилусом. Покрутила, повертела, потом смотрю, был педикюрный. Там, короче, их 3 вида этих стилусов, 2 маникюрных и 1 педикюрный. Поэтому я быстренько поменяла на 40-й, он маникюрный. У него более длинная вот эта вот часть, вот эта копытца. В общем, что сам по себе представляет этот самый маникюр стилусом? По сути своей я как это вижу? То есть я так понимаю, что вот эта палочка металлическая, это аналог апельсиновой палочки. То есть ее превратили в металлическую. Это значит, что она теперь многоразовая. То есть нам не нужно каждый раз ее выкидывать, она не растреплется, она останется такой, как есть, и также она подлежит всем необходимым этапам стерилизации, что в принципе тоже удобно. Но так как я топлю за экологию, я стараюсь минимизировать как-то свои отходы там. И, я, из тех странных людей, которые сортируют мусор. Это я, да. У меня дома много мусорных контейнеров там с пластиком, с батарейками, со всей вот этой вот фигней. В общем, это мне улыбнулось, и я решила отснять мастер-класс. И сейчас вы наблюдаете, как я работаю, в общем-то, в первый раз в жизни этим стилусом на клиенте. До этого я делала это только на себе. Сразу хочу сказать, забегая вперед, что выглядит так, как будто я тру, натираю, но на самом деле это совершенно не так. Это достаточно мягкая процедура, и я бы сказала, что это более-менее такой атравматичный вид маникюра, потому что пропилов здесь точно оставить не получится. Максимум, что можно, это продавить, если кутикула очень тонкая и влажная, но для такой я вообще бы не советовала эту технику применять. Как и любая другая техника и методика маникюра, у нее, у этой стилусной, есть тоже свой клиент. То есть я считаю, что очень хорошо подойдет сухой коже, то есть рукам, на которых был бы прекрасно именно аппаратный маникюр. И по сути своей работы вот этой самой палочкой заключается, принцип у нее тот же самый, что и у обычной фрезы. Просто мы не пилим обороты невысокие, мы просто слущиваем то, что наросло, то, что у нас есть. В общем-то, результат, на мой взгляд, очень даже неплохой. И дальше производитель нам предлагает сработать самым маленьким педикюрным диском для того, чтобы зашлифовать боковые валики и немножко саму кутикулу. Сразу скажу то, что не будет того эффекта, который бывает именно от стандартного комбинированного или аппаратного маникюра. Но точно могу сказать, что клиент будет на эту услугу, потому что лично вот у меня в клиентах и в салоне есть люди, у которых какой-то страх, боязнь, можно даже сказать паранойя, да, которые боятся они аппаратов, потому что однажды им там что-то пропилили, да, или они там боятся режущего инструмента, потому что когда-то их неудачно порезали, пошло воспаление. Пойди им докажи, что сейчас все будет по-другому. И вот чтобы душенька их была спокойна, почему бы такое не делать? Также я бы это рекомендовала в качестве мужского маникюра, потому что мужчинам не нужно там сильно что-то вычищать и выковыривать сильно далеко. Они же редко делают покрытие. Тем временем, кстати говоря, я поднимаю здесь клюющий ноготь. Я думаю, что рассказывать смысла нет. Все и так знают, как это происходит. А также, что еще хотела сказать про стилус маникюр. Тут так же, как и с одноразовыми пилками, с этими файлами, очень удобная система в плане того, что они индивидуальные, и всякое такое. Кто-то же еще боится, что там фрезы недостаточно хорошо простерилизованы. Это, конечно, все неправда, да, и мы стараемся соблюдать все нормы стерилизации, то есть там их намываем, начищаем под лупой, рассматриваем, фасуем по пакетам и даже их автоклавим. Я даже автоклав в салон купила, не сухожар, а именно автоклав.
автоклав, который в стоматологиях стоит, чтобы все прям по-взрослому было. Ну, так индекс доверия на самом деле намного выше. А потом, знаете, ходят слухи, между прочим, что вообще могут нас лицензировать и заставить использовать только автоклавы. Если кто-то из вас вообще какой-то информацией на эту тему владеет, пожалуйста, отпишитесь. Потому что, ну, я не знаю, может быть, эти слухи распространяют компании, которые продают автоклав, но на минуточку просто стоило там дофига рублей, там под 200 тысяч у меня вышло со всякими там этими упаковочными штуками, но чего не сделаешь ради спокойствия клиента и стерильности, ну, как бы это такие вещи, на которых нельзя экономить, на мой взгляд. Потом мне очень нравятся прозрачные пакетики. Я думаю, вы уже замечали в моих видео, что пакетики прозрачненькие, и ты всегда видишь, какой набор. Но это уж вообще прям очень так удобно лично для меня. Ну ладно, закончили про стерилизацию, про это очень много информации в интернете. Поэтому что разводить? То, что и так все уже знают, по-моему, уже про стерилизацию даже дети уже в курсе. Мы тут взяли красивые блесточки, размазали их, и теперь будем делать аэропуффинг. Вот такая вот неожиданность. Только мы неправильно аэропуффинг будем делать, потому что на самом деле он делается именно на матовый топ и на матовую поверхность. А мы просто обезжирили тонкий слой базы, который у нас был, но я очень хотела, чтобы у нас был прям такой черный, хорошо распределенный, особенно по боковушкам, потому что мы, вы не поверите, снова будем закатывать в молочный гель. Просто у нас нет тормозов. Это клиентка, которая постоянно заставляет меня делать ей вот такой омбре. Уж больно ей эта штука понравилась. Поэтому придется уж вам смотреть на все вариации такого омбре. И сегодня у нас будет черный кончик, и под белым это, знаете, смотрится как какая-то, не знаю, как какой-то дымок такой приятный, чуть сероватого оттенка, а от кутикулы лиловые блестки. В общем, во всем этом что-то есть. Единственное, о чем жалею, это что я от кутикулы не сделала подложку из какого-нибудь темно-фиолетового, чтобы это смотрелось глубже. Ну, как бы уже сделали, поздно деваться некуда. Тут у нас слайдеры, которые были сделаны на липкий слой базы. Даже если они немножко смялись, это ничего страшного, их нужно просто аккуратненько пройтись праймером, и все примнется. Ну, а дальше фиксируем базой, и после чего нам останется только перекрыть топом. И за счет того, что мы нанесли вот такой тонкий, изящный рисунок слайдера, получился какой-то эффект, наверное, татуировки. У меня, кстати, был соблазн перекрыть это все матовым топом, но потом я подумала, что они быстро обсвинякаются и могут еще прожелтеть. Поэтому оставили как-то вот так вот. В общем, пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Алена.